Овны, приветствую вас, мои хорошие. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на июнь 2023 года. Знаю, что вы уже очень сильно дождались этой информации, поэтому мы с вами приступаем, не откладываем, будем смотреть, что же вам приготовит первый летний месяц и какие изменения произойдут в вашей жизни. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендация на месяц от карт. Сейчас мы с вами все перепроверим. Итак, приступаем. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится, как мы видим, двойка жезлов. Аркан, который говорит сам за себя, что будет возможность выбора. Будет желание что-то с чем-то сопоставить, сравнить, сделать какие-то выводы, искать альтернативу. Для кого-то возможно совмещать два вида деятельности, два направления. Потому что весь мир в ваших руках. Идут новые возможности. И вы, конечно же, будете всячески пытаться за это ухватиться и эти возможности использовать по максимуму. Если смотреть, в чем именно будет отображаться эта ситуация, то двойка жезлов и семерка жезлов в связке говорят о том, что вы будете выбарывать возможность отстаивать начатые процессы до конца. Даже если у вас что-то не получалось или у вас опускались руки, тем не менее это все равно добиться своего. Почему? Потому что здесь, особенно если проектов у вас одновременно, к примеру, вы начали изучение языка, попутно там еще пробуете себя в какой-то новой нише и не получается, но вы все равно будете идти напролом. Как бы тяжело вам это ни давалось, ни казалось, все равно все получится. Это касается любой сферы. Даже если это переезд, эмиграция, смена места жительства, вы уже четко определились с направлением. Да, вы можете искать еще какие-то альтернативные варианты, сопоставливать, сравнивать, но здесь вы твердо уверены в том, что нужно переезжать. Вы в этом убеждены и будете идти до победного. Если будем рассматривать вопросы работы, бизнеса, заработка в целом, то десятка мечей говорит о ситуации, что либо у вас здесь будет отпуск, отдых большую часть месяца, и как следствие вы не будете работать, либо это кардинальные перемены в вашей нише, в вашей сфере деятельности. Допустим, вы оканчиваете свою деятельность на текущей должности и можете переходить на должность выше. Мы будем уточнять и проверять, так ли это. Или вы, в принципе, оканчиваете свою работу на текущем месте и будете переходить в новую структуру, в новую фирму, или кто-то, возможно, будет работать сам на себя. Поэтому давайте перепроверим, какова же здесь по факту для вас будет информация. Для тех, кто у нас не работает, но по ряду причин сейчас работать не может. Аркан Мир говорит о ситуации получения каких-либо иностранных переводов, либо социальных выплат, социальных дотаций, помощи, субсидирования. То есть здесь нет новых источников заработка. Все, что здесь будет проходить и каким-то образом проявляться, это ваша попытка искать способы заработка через интернет, но не более того. Но помимо всего прочего, опять же, аркан, который указывает на ситуацию отпуска, отдыха, восстановления, воодушевления. Ну и как следствие вы будете сакцентированы непосредственно на этом. Если вы у нас соискатель, опять же, десятка мечей, тройка мечей, этот месяц не предполагает трудоустройства. Будете в поиске или будете отдыхать, набираться сил, как следствие настраиваться на победоносные достижения, но уже в грядущем периоде. А июнь это будет больше у вас как восстановительный этап. Если же вы у нас наемный сотрудник, то что мы здесь видим? Паж звезд, или он же паж пентаклей. Это карта студента, это карта нового опыта. То есть пробовать себя в новой должности или в новой нише. Вот то, о чем я вам говорила. То есть новый опыт, новая возможность, новые достижения, новые цели и новые задачи. Это прекрасно. И если вы владелец собственного бизнеса, то здесь по шестерке звезд, шестерка пентаклей она же, это помощь, это какая-то поддержка. Для кого-то может быть упрощенная система налогообложения, либо может быть какое-то субсидирование, дотация от государства. Или еще какая-то помощь от спонсора, от инвестора. То есть особенно для тех, кто пытается открыть какое-то свое дело.
реализовать себя в новой нише, потому что эти арканы предполагают поддержку и помощь извне. И если, кстати, вам кто-то задолжал, не погасил какие-то выплаты в срок, то здесь может идти возврат долгов, возврат денег. Единственная исключающая здесь ситуация, это если у вас намечалась процедура банкротства, вы плавно подходите к этому процессу, и вам нужна здесь будет помощь для того, чтобы завершить какие-то здесь, ну скажем так, инсинуации, то есть, да, поставить в этом жирную точку. Если смотреть по картам в целом, десятка мечей, шестерка пентаклей, это рассчитаться с кредитами, судами, которые, возможно, вы брали на открытие своего дела, на расширение, либо развитие бизнеса, либо просто вы занимали у кого-то денег, у партнеров, и теперь, знаете, как закрыть эти долговые обязательства, поставить в этом жирную точку. Если рассматривать финансовую сторону вопроса, восьмерка звезд, она же восьмерка пентаклей, говорит сама за себя, терпение и труд, все перетрут, и здесь хороший заработок. Но, опять же, он здесь четко взаимозависим с вашими действиями, по принципу, что посеешь, что пожнешь, или как поработаешь, что и получишь. Потому что здесь это карта упорного труда, тяжелого труда, деньги здесь приходят, но приходят не так просто. Здесь придется за эту возможность попотеть. Если рассматривать вопросы здоровья по аркану Дурак. Вообще по дураку это, с одной стороны, обновление, очищение, восстановление. Карта, которая говорит, с одной стороны, знаете, как запустить регенерацию каких-то циклов. У кого-то вопросы интоксикации, детоксикации, омоложения в целом, курс процедур, направленный на это. И неважно, мужчина вы или женщина, это почувствовать себя молодым, обновленным, жизнерадостным. Карта, которая показывает ситуацию возможного зачатия и беременности для тех, кто ждал, кто стремился, кто этого хотел. Но и есть тоже такой момент. Дурак всегда вас призывает не относиться легкомысленно к своему здоровью. Потому что по дураку это можно совершить ряд глупостей, которые усугубят ваше состояние. Ну, например, где-то там идет какая-то тонкая пульсирующая боль в области зуба. Вы думаете, ой, выпью таблетку, само пройдет. И тем самым, не обращаясь к врачу, вы усугубляете процессы, усугубляете ситуацию. То есть здесь при каких-то вопросах дискомфорта, при каких-то малейших недомоганиях никто не говорит, что нужно там с первым насморком вам бежать к врачу. Но если вы понимаете, что ситуация может усугубиться, перерасти в нечто большее, допустим, ухо болит у вас там или что-то еще, то, пожалуйста, не затягивайте эти процессы, идите к врачу, иначе ваша легкомысленность может вам выйти боком. Если просматривать вопросы личной жизни. Прекрасный аркан, потому что туз чаш – это всегда эмоциональное наполнение. Это радость, это счастье, это любовь, это новые возможности. Для тех, кто искал, стремился, это может быть действительно новая влюбленность, новые отношения. Ну, давайте сразу будем перепроверять, так ли это. Для тех, кто у нас свободен, какова здесь ситуация. Туз чаш и луна. Во-первых, это проработка ваших страхов, ваших блоков, неуверенности. Вот даже дно колоды, смотрите, аркан влюбленный. Но для вас здесь может ситуация заиграть несколько по-другому, потому что триада карт, туз чаш, луна и влюбленный, может говорить о ситуации восстановления отношений из прошлого. Потому что луна влюбленная – это с кем вы пытались строить нечто крепкое, стабильное, либо, возможно, у вас были уже с человеком попытки сблизиться, жить совместно, строить семью. То есть это может быть ситуация, когда попробовать наново. Сейчас мы проанализируем здесь развитие личной жизни для тех, кто у нас в любовных треугольниках. И вот здесь туз чаш и пятерка звезд, она же пятерка пентаклей. Это как вопрос кризиса и понимания, что, допустим, в этом союзе, в этих отношениях нет перспектив, нет каких-либо возможностей. И как акценты указания очищения, то есть уходить в новое, потому что здесь вы полностью исчерпали какие-то возможности для роста, для развития в союзе, для развития отношений. И вот это как призыв. Оглянись, не все так плохо, нужно уходить в что-то более перспективное. И если вы в стабильных союзах, то туз чаш и паш чаш – любовь.
примирение, особенно если были ссоры, конфликты, выяснение взаимоотношений. Вопросы зачатия, деторождения. Для кого-то укрепление союза на фоне продолжения рода, то есть может быть появление внуков, и вы будете заниматься там, знаете, организацией каких-то торжеств, праздновать это событие. Это сплочает вас, сплочает семью, ваши интересы. Опять же, эмоциональная наполненность, как совместно даже отправиться на отдых, потому что эти карты совместных новых впечатлений, которые позитивным образом складываются в вашем партнерстве и дают хороший такой позитивный отпечаток на вашем союзе. Смотрим рекомендации от карт. Аркан повешенный. Это не позиция быть в статусе жертвы. Это поменяй свой взгляд на все происходящее вокруг, на любую ситуацию. То есть смотри под другим углом, посмотри на те либо иные процессы глазами другого человека, возможно, вашего партнера, оппонента, конкурента, ваших близких. Как знать, может, ты не замечаешь главного. Во-вторых, это призыв не форсировать события, то есть живи неспешно, наслаждайся жизнью, находись в медитативных процессах. Опять же, если вы не пробовали, не вводили это в свою жизнь, возможно, пришло время к каким-то энергетическим практикам, будь то йога, пилатес, цигун, тибетские практики, медитации, аффирмации, то есть у каждого свое. То есть измени свое сознание. Живи неспешно, наслаждайся жизнью, отдыхай. Побудь, может быть, некий период в таком подвисшем состоянии, но это вопрос релакса. Это в чем-то может быть даже как уход в себя, в какие-то свои потребности, нужды. Отдышись, отдохни. Вот к этому вас призывают арканы. Посмотрим сейчас на неожиданность этого месяца, что он вам преподнесет и какие события подарит. Итак, что у вас здесь? Ого, интересно как. Итак, у вас здесь ложится крест, змея и солнце. Для многих это кармическая ситуация. И сейчас объясню почему. Кармический урок, который вы должны пройти. У многих эта триада карт может быть связана с какими-то хроническими заболеваниями, нарушениями. Может быть, не серьезного плана, но это больше вопросы психосоматики, которые длительный период влияли на ваше состояние здоровья. Кто-то жил в состоянии хронического стресса, панических атак, может быть, субфибрильная температура, потому что здесь благодаря изменением каких-то условий, среды, в которой вы находитесь, как наступает момент исцеления, очищения, как пройти для вас этот сложный путь и закрыть для себя эту ситуацию. Опять же, здесь могут идти вопросы исцеления из-за смены вашего мировоззрения, из-за отдыха, восстановления. Жрец на это показывает. Кто-то для себя найдет толкового врача, целителя, психолога, потому что здесь идет, во-первых, как посыл, помощь от очень сильной влиятельной женщины, которая может подсказать, направить, возможно, сама исцелит, если человек является лекарем, знахарем и так далее. Это раскрытие тайного замысла, это помощь и поддержка от светоча наук, от человека высокого социального положения. То есть здесь даже по этим картам это не обязательно даже посоветовали. Это если не было у вас ресурсов на лечение, на восстановление, может появиться какой-то меценат, спонсор, который вам посодействует в этом вопросе. И опять же, если у кого-то была зависимость от алкоголя, вы в этом топили свои эмоции, горе, какие-то переживания, может быть, несостоятельность свою, то по этим картам все, как закрыть эту проблему, выходить на верный путь, на правильный жизненный путь и избавляться от этой зависимости. Прекрасные карты, прекрасная ситуация, поэтому, мои хорошие, вам радости, вам счастья, наполненности, прекрасного жизненного этапа. Пусть этот месяц для вас будет мега позитивным, принесет только благоприятные изменения в вашу жизнь. Ну а я, конечно же, буду ждать от вас обратной связи по прошествии периода, как отыграется для вас эта информация и этот расклад. Для меня это очень значимо, поэтому не забывайте, пожалуйста, писать. Для всех тех, кто жаждет индивидуальных консультаций или обучения на картах Таро, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти в комментариях. Поэтому, кому актуально, пишите. Благодарю вас за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.